Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. А сегодня я хочу вам предложить связать вот такой эффектный брендовый жилет от Shein. Увеличиваем. Вот так он выглядит у нас в коричневом цвете. Он представлен в несколько цветах. Сейчас я вам покажу. Спиночка у него тоже вся в узоре. Вот так он смотрится интересненько, вот так он смотрится. Под белую блузочку просто шикарно. Так, с этим все понятно, да? Давайте сейчас с вами приблизим картиночку. И вот так я вам более детально показываю, как он вяжется. Вот такие узоры мы здесь применяем. 3 узора у нас здесь используются с вами. Значит, это ромб, косичка и вот эта маленькая косичка на 5 петлях. Это вот у нас, можно сказать, жгутик на 6 петельках и маленькая косичка. Как видите, здесь применяется планка внизу изделия, резиночкой 1 на 1 вяжется. И здесь пройма тоже обвязывается планочкой резинкой 1 на 1. И линия и вырез горловины тоже V-образный, тоже резиночкой 1 на 1 планочка. Так, узорчик я схему подобрала, поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Узор несложный. Как расположить узоры, сколько петелек набрать на тот или иной размер, все мы с вами сегодня более детально разбираем. Сейчас я хотела бы вам показать другие цвета, которые можно, значит, рассматривать тоже. Вот такой светло-бежевый. Посмотрите, девочки, вот такой светло-бежевый вариант. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Тоже довольно красиво смотрится, не менее шикарно, что шоколадный, что этот цвет, да, согласитесь. Также вам приближаю. Смотрите, вот этот вырез можно делать, можно нет, но, по-моему, эффектно смотрится. Вообще, этот жилет действительно эффектно смотрится с белой блузкой. Я вам честно скажу, потрясающе смотрится. Длину можно, конечно, регулировать по себе, какая вам нравится. Не обязательно такую коротышечку делать. Но, в принципе, вот этот образ, который нам нарисовали дизайнеры Shein, очень приемлемый. Так, давайте посмотрим. Еще вот такой у нас фиолетовый цвет предлагают дизайнеры использовать. Тоже очень красиво смотрится. Посмотрите, согласитесь, тоже хорошо смотрится. Вот так он тоже самое. И по спиночке тоже узорчик. И еще там цвет есть серый. И серый цвет интересный. Показываю вам по спиночке. То же самое. Так, и цвет еще вот такой есть. Темно-зеленый. Вот такой. Ну, на мой взгляд, наверное, это не мой цвет. Я бы такой не выбрала. Ну, кому-то, может быть, под зеленые глаза, да, под рыжие волосы будет суперски смотреться. То есть рисуем образ свой сами, выбираем пряжу по своему желанию. Еще серый есть вариант. Самый такой оптимальный, наверное, на всех подходящий. Я выбрала шоколадную пряжу, но вам предлагаю и серый цвет сегодня, в сегодняшнем мастер-классе. Предлагаю вам пряжу идентичную той, которую выбрала. Рассмотрите повнимательнее видео, там будет все. Будет все. По спинке тоже. Смотрите, очень широкая высота у нас планки.
идет, очень большая высота, больше 10 сантиметров, на мой взгляд. Давайте сейчас посмотрим, кстати, характеристики. Смотрите, длина изделия для маленького размера 52, для эмочки 53 и для элечки 54,5. То есть 55 сантиметров, наверное, я бы стала бы делать. Ну, вот я, например, делаю 58 сантиметров, у меня средний рост, да, то есть вот так вот. Рост модели, девочки, 1,75 м. Вот. И здесь представлена модель в размере S. У нее талия 60 сантиметров, обхват груди 85 и бедра 89 сантиметров. Это вот здесь написана информация. Так, мои хорошие, все вы рассмотрели, все вы разглядели, надеюсь. Сейчас давайте всем, кому очень понравился, и тех, кто желает вязать со мной вместе этот жилетик, давайте с вами сейчас обратимся к выбору пряжи. Вот спиц. Затем мы с вами рассмотрим схему, которую я нарисовала сама. Вот, затем мы с вами рассмотрим, как вязать эти схемы, свяжем образец узора, сделаем расчет плотности, и я буду рассказывать, как расположить узоры, сколько петель набрать на тот или иной размер. То есть идет у нас с вами расчетная часть еще. Для вязания жилетика я предлагаю пряжу Yarnart Silk Royal. 50 грамм, 140 метров, 35% у нас вискозный шелк, и 65% шерсть мериноса. Очень мягкая, шоколадного цвета пряжа, необыкновенной красоты. Она немножечко, знаете, с меланжевым таким, видите, эффектом, да, смотрится так ровненько ложится узор. Посмотрите внимательно, правда? Очень красиво, эффектно, немножко пушится. Вот. И мягкость необыкновенная. Я использовала спицы 3,5, девочки. А сейчас я хотела бы вам не только шоколадный цвет предложить, но и бежевый. Точно такой же вот моточек у меня есть. Цвет у нас 437, у шоколадного 436. Есть еще вот такой цвет, очень приятный, розово-бежевый. Цвет 441. И еще подойдет пряжа, которую я уважаю. Это пряжа вот эта. Alize Lana Cotton. Фиолетовый такой цвет. Ну, даже не фиолетовый, а сиреневый он даже больше. Да? У него вот цвет 166. И по метражу он тоже подходит практически. 50 грамм, 160 метров. У него тоже шикарный состав. 26% шерсть, 26 хлопок и 48 акрил. Вот. Кстати, эта пряжа очень бюджетная. И мне она нравится по структуре тоже. Очень удобно из нее вязать. Следующая пряжа, которую я еще хотела порекомендовать. Я ее только недавно начала осваивать. Она мне очень тоже нравится. Называется Bambino Luxe Wool шерсть. И у нас эта пряжа по итальянской технологии изготавливается тоже в Турции. У нее тоже шикарный состав, 50 грамм, 160 метров и 60% шерсть мериноса, 40 акрил. Вот. Очень тоже качественная пряжа, очень мягкая и приятно из нее вязать. Тоже ее вам, девочки, порекомендую. Цвет у нее вот большой такой, на 86 заканчивается. Теперь, что касается узора. Я составила схему этих всех элементов, которые используются у нас в узоре, в общем, у нашего жилетика. Значит, у нас 3 получилось основных узора. Вот сеем по порядку. То есть вот это у нас идет узор 1, затем вот эта косичка на 6 петлях, это узор 2, и ромбик, это узор 3 у меня. Значит, ну, эти косички я все нарисовала сама. Ромбик я взяла из книжечки. Книжечку я написала в 2018 году. Это сборник узоров спицами. Вот видите, Светлана Лосева. Ну, в 2018 году, я не знаю, продается она сейчас уже или нет в книжных магазинах. Но долгое время продавалась, например, на Озоне я видела.
Вот. Ну и вот здесь у нас есть комбинированные узоры, филигранный называется. И здесь есть такой ромб. Вот его схема, кому интересно. Так. Ну и давайте сейчас рассмотрим схемы, детально изучим, как вязать этот узор. Схема узора у нас ромба, узор номер 3 у меня он выглядит вот таким образом. У нас 14 петель ширина ромба и 24 ряда высота ромба. Условное обозначение: пустая клеточка – это изнаночная петля, вертикальная черточка – это лицевая петля. Вот эти вот у нас значки идут. Это перекрещивание 3 петель направо, а это перекрещивание 3 петель налево. Как это все вязать, я подробно сегодня расскажу в мастер-классе, когда будем вязать образец. И вот это вот у нас с вами идет перекрещивание 4 петель налево. Так, с этим все понятно, да? Давайте посмотрим схему 1 и 2. Я их отдельно. Узор 1, узор 2. Значит, узор 1 на 5 петлях узор. Это такая небольшая косичка. Здесь у нас также вертикальная черточка – это лицевая петля и перекрещивание 2 петель направо и налево соответственно. Раппорт узора составляет 4 ряда. Узор номер 2, раппорт узора у нас составляет 8 рядов. И здесь идет перекрещивание 6 петель направо. Ой, налево, девочки, налево. 6 петель. То есть он вяжется на 6 петлях. Так, с этим мы все, в принципе, понимаем. Сейчас я покажу вам. У меня есть вот такой вот. Тут не очень хорошо, но, может быть, вам будет удобнее, вот когда эти все узоры вместе, да, в одном месте. Картиночка такая. Нет, когда увеличиваешь, это уже не то. Давайте сейчас посмотрим выкройку. Выкройка у меня вот такая. Тут нет размеров, все размеры, все нюансы вязания мы будем обсуждать после того, как свяжем образец. И это займет минут 8 в конце самого видео. Да? Так, посмотрите внимательно. Размеры рассматриваем с 42 по 52 сегодня. Как расположить узоры, тоже все там. Сколько петель на вырез горловины, сколько петель на пройму. Вот. Ну, собственно, а сейчас нам осталась самая важная часть – связать образец. Так, для образца я набрала 34 петли. Располагаю узоры следующим образом. Я нарисовала такую схемочку. Девочки, представьте, что это вот ваш наборный ряд, да? У нас первый узор идет на 14 петлях. Этот большой. Я его назвала узор 3. Затем идут 2 изнаночные. Затем у нас идет узор на 6 петлях, наша коса на 6 петлях. Затем идет опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и узор номер 1 на 5 петлях. Вот он, вот его схема. И давайте с вами сразу начнем вязать. Первый ряд у меня, первого узора, вернее, он у нас узор 3. Вот этот большой я уже связала, видите, один раппорт этого узорчика 3. И сейчас вам покажу. Раппорт узора у всех разный, да, высоту, поэтому, в общем, вот так начинаем. Итак, у нас первый ряд узора 3. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем мы 3 петли перекрещиваем направо. Каким образом? Вот эта изнаночная у нас уходит за работой, а вот эти 2 следующие лицевые идут перед работой. Все 3 петли я переснимаю на правую спицу. Затем первую петлю сзади вот так завожу и переснимаю ее. Оставляю ее на левой спице, правой спицей переснимаю и возвращаю на левую следующие 2, 3 петли. Да? И провязываю как 2 лицевые, изнаночную.
Дальше у нас идет то же самое, только перекрещивание налево. Также 3 петли снимаю. Первые 2 петли у меня перед работой, следующая, третья, высвобождается за работой. Я ее с помощью правой спицы возвращаю на левую. Провязываю как 1 изнаночная, 2 лицевые. Дальше у нас идут опять 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем по нашей схеме 2 изнаночные. И дальше идет коса на 6 петлях. Коса на 6 петлях. У нас с вами сейчас я вяжу 6 лицевых. Это первый ряд косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идут с вами опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и узор номер 1. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, вернее 5 лицевых, 4, 5. 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночные. Итак, вот наш образец первого ряда. Все это дело с изнаночной стороны вяжется, как смотрят петли. Итак, у нас с вами третий ряд. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Узор номер 3 вяжем. Сейчас 3 изнаночные. Затем мы с вами переснимаем 3 петли и будем их перекрещивать как 2 перед работой и первая за работой. Перекрещиваем направо, провязываем как 2 лицевые, изнаночные. Затем у нас идет лицевая, изнаночная. Снова перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. Перекрестили, провязали как изнаночная, 2 лицевые. Дальше идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Узор на 14 петлях связали. Следующие у нас идут 2 изнаночные. Это между нашими узорами, связующие, так скажем. Дальше идет перекрещивание у нас в косе. На 6 петель перекрещиваем налево. Для этого снимаю все 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли перед работой, следующие 3 высвобождаю и с помощью правой спицы аккуратненько их возвращаю на левую спицу. И все 6 вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, отлично. Дальше связали, значит, наш узор номер 2, коса на 6 петлях. Дальше у нас идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и узор номер 1 на 5 петлях. Меняем местами первые и вторые петельки. Так, что перекрещиваем мы с вами. Первая петля у нас за работой, вторая перед работой. И провязали их как 2 лицевые. Затем у нас идет лицевая. И следующие 2 петли перекрещиваем налево. Также первая перед работой, вторая за работой. Поменяли их местами и провязали как лицевая, лицевая. Кромочная идет изнаночная. Все. Третий ряд был. Так. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд, узора на 14 петлях, которые третий. Вяжем 2 изнаночные, перекрещиваем 3 петли направо, меняем местами первую изнаночную за работой, следующие 2 лицевые перед работой. Поменяли, провязали как 2 лицевые, изнаночная. Затем идет путанка в центре нашего ромбика, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 петли перед работой, изнаночная за работой, провязали их как изнаночная,
2 лицевые. Дальше у нас идут 2 изнаночные. Узор 3 связали, раппорт. Дальше у нас идет с вами 2 изнаночные и узор номер 2. Это коса наша, здесь просто 6 лицевых провязываем. Затем у нас идут 2 опять изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И у нас с вами узор 1. В этом ряду мы вяжем с вами просто 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Я хотела вам сказать про этот узор номер 1. У него раппорт, девочки, всего 2 ряда в высоту. То есть у нас сейчас будет просто повтор, да? То есть мы с вами в лицевом ряду чередуем просто 5 лицевых, затем перекрещивание, опять просто 5 лицевых, перекрещивание, просто 5 лицевых, перекрещивание. Так повторяем каждый раз. Вот этот цикл из 2 рядов. Понятно, да? Поэтому я больше не буду говорить, да, как бы какой там ряд у нас уже. Вот для узора номер 1 на 5 петлях это уже не имеет значения. Я уже вам озвучила раппорт этого узора. Теперь у нас с вами все петли, изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд с вами следующим образом. Первая у нас идет изнаночная, это узор номер 3. Затем перекрещиваем мы с вами 3 петли направо. Первая изнаночная за работой, 2 лицевые перед работой, поменяли местами, да, провязали 2 лицевые изнаночные. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это путанка внутри. Дальше перекрещиваем 3 петли направо, налево, то есть первые 2 перед работой, следующая 3 за работой, поменяли, провязали как изнаночная, 2 лицевые. Дальше у нас идет с вами изнаночная, раппорт связали, узор 3. Дальше идут промежуточные 2 изнаночные и коса. Вяжется здесь все 6 лицевых. Коса на 6 петлях. Затем вяжем опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и наш узор на 5 петлях. В этом ряду у нас с вами будет меняться местами 1-я, 2-я петелька. Поменяли с перекрещиванием направо, да, ну как всегда мы делали. Затем идет лицевая и 2 петли перекрещиваем налево. Все. Кромочная, изнаночная. 8-й ряд у нас вяжется, как смотрят петли. Так, у нас с вами 9-й ряд ромба нашего на 14 петлях. Меняю, как обычно, 3 петли местами, перекрещиваем, то есть 3 петли направо, да? И провязываем как 2 лицевые изнаночные. Затем у нас идет путанка внутри, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и перекрещиваем 3 петли налево. Меняем местами изнаночную и 2 лицевые. Провязываем как изнаночные, 2 лицевые. Так, с этим все понятно, да? Все, на этом у нас с вами узор номер 3 связали, 9-й ряд. Дальше у нас тут промежуточные 2 изнаночные и наша коса. Здесь у нас с вами уже повтор раппорта идет. То есть мы начинаем с 1-го ряда. То есть раппорт косы у нас составляет 8 рядов, девочки, да? То есть я сейчас вот эту часть могу вам уже не показывать. Вы уже знаете раппорт узора и самостоятельно будете вязать. То есть все у нас раппорты разные по высоте, не привязанные друг к другу. Сейчас у нас в косе 1-й ряд. Он вяжется как все 6 петель лицевые, да? Затем опять идут промежуточные 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Затем идет узор 1. Здесь у нас в этом ряду все 5 лицевых по смыслу, да, понятно? Все. И
дальнейший ряд 10 у нас вяжется, как смотрят петли. Так, у нас с вами 11 ряд узора 3. Сейчас я буду показывать только узор 3, потому что все другие раппорты вы уже знаете. Узор 3, 11 ряд, вяжем 2 лицевые. Затем еще начинается путанка. Начинается она с лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые, заканчивается узор. Все, узор связали, раппорт. Затем у нас идут 2 изнаночные, затем у нас с вами идет перекрещивание косы здесь на 6 петлях, налево перекрещиваем 6 петелечек. Но это я не буду загружать видео, девочки, самостоятельно довязывайте. Сейчас нам важно связать раппорт 3-го узора на 14 петлях. А остальное вы уже все поняли, как вяжется. 13 ряд ромба вяжем на 14 петлях. Сейчас у нас будет перекрещивание 3 петель налево. Первые 2 петли у нас перед работой, 3-я за работой. Поменяли их местами, провязали как изнаночная 2 лицевые. Затем вяжем путанку. У нас идет опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И меняем 3 петли, перекрещиваем направо. Первая изнаночная за работой, следующие 2 лицевые перед работой. Поменяли местами, провязали как 2 лицевые, изнаночные. Ну и далее у нас идут промежуточные. Не буду рассказывать, вы сами свяжете, как смотрят петли. Вяжем 15 с вами ряд узора 3 на 14 петлях. У нас первая идет изнаночная, затем перекрещиваем 3 петли налево. Первые у нас 2 перед работой, 3-я за работой. Меняем их местами, вяжем как изнаночная, 2 лицевые. И дальше идет путанка внутри. Начинается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И сейчас перекрещиваем 3 петли направо. Первая петля за работой, 2 следующие перед работой. Связали как 2 лицевые, изнаночная. И еще у нас с вами изнаночная идет. Связали раппорт узора. Дальше продолжаем вязать петли, как они смотрят на нас по узорам. Вяжем 17 ряд узора на 14 петлях узора 3, да? Вяжем 2 изнаночные, затем 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Поменяли местами и вяжем изнаночные, 2 лицевые. Затем идет путанка внутри. Первая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. А сейчас будем перекрещивать 3 петли направо. Первая изнаночная за работой, следующие 2 лицевые перед работой, вяжем 2 лицевые, изнаночные. И дальше у нас еще осталось 2 изнаночные в раппорте. Остальные узоры вяжем по их раппортам, по смыслу. У нас с вами 19 ряд узора 3. Мы вяжем 3 изнаночные. Затем перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Так. И вяжем как изнаночная, 2 лицевые. Затем у нас идет путанка, лицевая, изнаночная и перекрещивание уже направо 3 петель. Первая за работой, следующая, вторая, третья перед работой. Поменяли местами, провязали как 2 лицевые, изнаночные. И у нас осталось еще 3 изнаночные. 1, 2, 3. Дальше узор вяжем по смыслу. 21 ряд у нас с вами. Мы вяжем сейчас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4.
Затем меняем местами 3 петли, то есть у нас первые 2 перед работой, 3 за работой. Перекрестили, провязали изнаночные 2 лицевые. И далее сразу перекрещивание направо. Также меняем 3 петли, первая за работой, 2 следующих перед работой. И тоже провязали 2 лицевые, изнаночные. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Раппорт связали. Дальше узоры вяжем по смыслу. И последний лицевой ряд у нас 23 идет в нашем робе на 14 петлях. И вяжется он следующим образом. Смотрите, у нас идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сейчас эти 4 лицевые на вас смотрят. Мы их будем перекрещивать налево. Снимаем все 4 на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли, перекрестили местами. И провязали как 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И опять 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Все, раппорт связан полностью. Остался 24 ряд связать, как смотрят петли, и все. Ну, мы довязываем до конца 2 изнаночные, да, тут у нас 6 лицевых, это у меня так. У вас, возможно, как-то по-другому. Опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Здесь у нас по смыслу сейчас в раппорт перекрещивания идут 2 петель направо, затем лицевая и перекрещивание 2 петель налево. И кромочная осталась, изнаночная. Так, 24 ряд я вязать не буду. Сейчас нам надо сделать влажно-тепловую обработку образца, чтобы дальнейшие расчеты продолжать. Нам нужна плотность вязания нашего. Давайте с вами делаем, горячим паром обдаем наш образец. Он становится влажный, податливый. Тянем его энергично в разные стороны, девочки. Тянем, тянем, не стесняемся, тянем его энергично. Ничего с ним не будет. Когда он высохнет, он опять станет таким же красивеньким, как и был. До нашего с ним обращения такого. Так, смотрите, у меня вот тут загинается, и у вас, наверное, тоже будет также загинаться. Поэтому боковые вот эти полосочки надо распрямить для чистоты нашего расчета. У нас кромочные тоже участвуют в расчете, я их всегда учитываю. Так, отлично. Ни в коем случае, девочки, не отутюживайте косы. Горячий пар, иначе будет некрасиво. Все, выпрямили, все, оставляем сохнуть. Так, у нас с вами вот так все это выглядит сейчас. Очень красивый получился узор. Мне очень нравится. Вам тоже, наверное, да, девочки, красиво получается. Так, и сейчас берем, значит, линеечку нашу, измеряем ширину узора. Прикладываем, расправляем здесь все. 15 сантиметров мы набирали 34 петли. 34 петли делим на 15 сантиметров. Получается 2, вот даже 25 сотых. Вот такая плотность. Но это из-за косы. Коса, все эти переплетения, они, конечно, забирают. Значит, запишем, что в одном у нас сантиметре 2,25 петель. Вот так. Так. Дальше. Теперь измеряем высоту. Узор укладываем также. И я прикладываю линейку. 19,5. 19,5. И я вязала 2 раппорта по 24 ряда. Получается 48 рядов. Делим на 19,5. 48 рядов делим на 19,5 сантиметров. Получаем 2,45. Я тоже запишу сотых. В одном сантиметре у нас получается 2,45 ряда.
Вот так вот это все записывается. Очень важные цифры, которые нам будут очень нужны в расчете. Сейчас смотрим выкройку. У нас с вами вот такая, девочки, выкройка. Здесь я сегодня буду рассматривать варианты для 6 размеров 42 по 52. То есть у нас будут варианты вот таким образом выглядеть. 42, 44, ширина 48 сантиметров я взяла. И это будет в петельном эквиваленте 108 петель. 46, 48 это ширина спинки перед 52 сантиметра. И в петельном эквиваленте это 114 петель. Для 50-52 размера я взяла 56 сантиметров и 122 петли. Как располагаем, девочки, узоры? Вот здесь я уже нарисовала. Вот. И давайте я вам сейчас тоже расскажу. Смотрите, это у нас середина идет. Вы видели, что зеркалится узор. И считаем, что отсюда идет начало вязания. Как обычно у нас лицевой ряд мы вяжем справа налево, да? И вот смотрите, для первого размера там где 108 петель. Вот этот вариант расположения узоров составляет 50 петель, половинка. Плюс 50 петель зеркально будет левая часть. И получается мы добавляем ко всем этим узорам, это узорная часть, скажем так, на 50 петлях располагается, мы добавляем лицевые петли, и в зависимости от размера они у нас будут разные. То есть для первого размера у нас будет 3 лицевые добавляться с кромочной, для второго размера 6 лицевых, для третьего 10 лицевых. Вот такая вот у нас получается картина. Теперь что касается узоров. Я думаю, что здесь, в принципе, понятно. Но я все равно буду сейчас рассказывать подробно. Смотрите, первая идет кромочная, затем идут 3 лицевые петли. Сейчас смотрим первый размер. Затем идет узор на 5 петлях. Он у нас по схеме 1. Затем идут 2 изнаночные. Вот они у меня все время внизу нарисованы, изнаночные. Да? 2 изнаночные. Затем идет коса на 6 петлях. Это у нас узор 2. Затем опять идут 2 изнаночные внизу. И идет коса, и идет ромб на 14 петлях. Это узор 3. Затем у нас опять идут 2 изнаночные. И опять коса на 6 петлях. Это узор 2. Затем опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, идет коса на 5 петлях, которая у нас узор номер 1. И здесь идет 6 изнаночных петель. Но если брать половинку, то 3 изнаночные петли, да? И зеркально то же самое расположение узоров идет. То есть вот таким образом я пишу узор 1, узор 2, узор 3, опять узор 2, узор 1. Вот так. Узор 1, узор 2, узор 3, узор 2, узор 1. Понятно, да? Надеюсь, это, девочки, понятно и доступно я нарисовала. И по схемам вы помните. Узор 1 на 5 петлях, узор 2 на 6 петлях и на 14 петлях наш ромб это узор 3. Мы их вязали. Отлично, да? Так, теперь давайте к выкройке обратимся более детально. То есть по петельным мы разобрали, как располагаются узоры, я нарисовала. Смотрите, значит, у нас с вами идет вырез горловины. Ширина выреза у меня, значит, это 44 петли, 46, 48. Как я это узнавала? И вообще, вам, наверное, интересно, как я узнала? Кто не совсем недавно вяжет, возможно, вам станет интересно, откуда я взяла вот эти странные цифры, да, петельки эти. Дело в том, что я наши сантиметры умножила на плотность, которую мы с вами посчитали. Она у нас в 1 сантиметре по горизонтали 2,25. Смотрите. 48 сантиметров. Это у нас 42-44. И умножаем на плотность 2,25. Видите? Вот. Отсюда я взяла эти 108 петель. Понятно? Второй размер у нас с вами шел
52 сантиметра. Это размер на 46-48. И также умножаем на 2,25, 117 петель. Почему я написала 114 петель? Сейчас я вам поясню. Здесь у нас идет с вами лицевая гладь. Мы добавляем лицевую гладь, у нее другая плотность. У лицевой глади я уже много раз вязала этой пряжи. Я уже точно знаю, что лицевая гладь здесь идет в 1 сантиметре 2 петли. Поэтому я убрала вот эти вот разницу в плотности. Да? То есть у меня получилось 114 вместо 117. То есть 3 петли ушли из-за плотности другой лицевой глади. Понятно, да? Так, то же самое у меня получилось с третьим размером. 56 сантиметров я умножала. 56 я, девочки, умножала на 2,25 и получалось 126 петель. 4 петли я убрала и сделала 122 петли. Если вы считаете, что это узковато для вас, сделайте 126 петель. Но я вас предупреждаю, что лицевая гладь, плотность в 1 сантиметре 2 петли у этой пряжи и у этих спиц. Понятно? Понятно. Так. И вообще, если вы считаете, что вам надо пошире жилеточку или поуже, то, пожалуйста, можете убрать вот эти лицевые или добавить к ним лицевые, да. То есть вот эта вот часть у нас, она такая у нас гибкая, мы ее сужаем, расширяем по своему усмотрению. Вот эти лицевые петельки. Так, теперь что касается выреза проймы у нас. Глубина проймы я сделала, девочки, около 5 сантиметров там всегда бывает. И это получилось 10 петель, 11-12 петель с каждой стороны проймы. Понятно? Вот. И как я вычисляла вырез горловины, с чего я начала и ушла, да, от этого, не объяснив. Вот я взяла среднее 20 сантиметров в ширину. Это не половинка, это уже, я вам целую говорю, 20 сантиметров. Умножала также на плотность 2,25, 44 петли получалось. Да? Для второго размера 46 петель, для третьего 48 петель. Здесь еще будет широкая планка, почти 3 сантиметра навязываться. Не забудьте об этом. Вот. И как мы считали плечо. Все, что мы вычли, из общего количества петель мы вычли 20 петель проймы, это 2 проймы по 10 петель, и мы вышли вырез горловины 44 петли. Получилось на каждое плечо по 22 петли. И также я считала для других размеров, девочки. У меня получилось 23 петли для второго размера, 25 петель для третьего размера плечо. Высоту проймы я сделала первый размер 22, она довольно такая большая ширина, высота 22 сантиметра, 23, 24 на третий размер. Вот. Теперь, что касается длины изделия, я зачитывала вам, да, в оригинале длина начинается с 52 и заканчивается 54,5 в зависимости от размеров. Я сделала 55 сантиметров по своему усмотрению. Это очень легко откорректировать вот в этой части. Я сделала резинку 1 на 1, планку резинкой 10 сантиметров. И дальше у меня пошел наш узор. Да? И здесь вот уже идет, после того, как мы свяжем после резинки, 23 сантиметра по моим расчетам. Здесь идет пройма, формируем пройму. Пройму формируем каким образом? Первые петли. Вот, предположим, 10 петель надо закрыть. В каждом втором ряду будем делать закрытие. Предположим, первое закрытие у нас идет 5 петель. Во втором ряду через ряд, то есть в лицевом ряду, в следующем лицевом ряду мы делаем с вами закрытие 3 петель и в следующем лицевом 2 петель. То есть 3 разами закрываем 10 петель. Но это я вам образно говорю, как я всегда делаю. А дальше вяжем на высоту, какая там получится у нас. По вашим расчетам. Да? Теперь, что касается выреза горловины. Здесь у нас V-образный вырез, и здесь нужно сделать все эти убавки очень равномерно.
Предположим, у нас высота, я рекомендую 20 сантиметров ее сделать, вырез горловины. И если у нас 20 сантиметров, мы должны применить вертикальную плотность и посчитать, сколько это будет в рядах, чтобы рассчитать скос выреза. Смотрите, у нас вертикальная плотность в 1 сантиметре мы считали 2,45 да, ряда. Теперь мы 20 с вами умножаем на 2,45. 20 умножить на 2,45 получается 49 рядов. Но обычно берется четное число, то есть мы либо 48 рядов берем, либо 50. Если мы берем с вами 48 рядов, вот, нам надо с вами для первого размера 2 скоса у нас будет по 22 петли. Если сумму делим на 2, то получается 22 петли. То есть на 48 рядах надо убавить 22 раза по одной петле. Это получится приблизительно в каждом втором ряду делаются убавки, мои хорошие. Вот так это распределяется и считается скос. Понимаете, да? Понимаете. Теперь, что касается... А вроде бы мы все и обсудили. Уже ничего больше не касается. Надеюсь, вам было доступно и понятно. Мое объяснение здесь все очень несложно. Очень просто. Вот здесь вы видели у модели, когда у нас вот эта пройма закрылась, да, у нас там попало вот на этот узор, вот на косу, да. Не пугайтесь, вы видели, там идет просто лицевая гладь. То есть там, где попадает на узор, не пугайтесь, делайте лицевую гладь. Вот. Вот в этом месте я вам показываю. Вот, смотрите. У нас идет убавка, как я сказала, 10 петель. Вот представьте, первый размер у вас попадает. А, тут все хорошо попадает. Кстати, коса так и остается. 10 петель. То есть это у нас берется 10 петель сократили, кромочная осталась и коса идет. Прям хорошо как идет-то здесь. Вот. Так-то. Можно и поменьше сделать, не 10 петель, а 8, как у модели. Там вы видели, там, по-моему, 2 или 3 лицевые петли идут здесь сбоку у проймы. Вот. Вот здесь. Когда уже сократили петли. Ну, в общем, мои хорошие, здесь уже все, конечно, сугубо индивидуально и будет зависеть от ваших размеров, да, от вашей пряжи. Я вам предлагаю вот такой вот вариант. Если берете пряжу, я думаю, что там плотность будет мало чем отличаться. Обычно плотность очень сильно зависит от номера спиц. Вот я 3,5 взяла, и я думаю, что если вы пряжу возьмете такую среднюю, то у вас приблизительно такая же плотность получится, как и у меня. Я на этом заканчиваю свой мастер-класс. Я желаю вам успешно связать это изделие и до новых встреч!